Здравствуйте, друзья! Сегодня отправляемся в космическое путешествие. Кто смелый? Давайте с нами. Готовьте художественные материалы и начнем. Мы создадим космический коллаж. Наклеим и соберем в общую композицию разные элементы. Планеты, ракеты, звезды, разные по размеру, фактуре и цвету. Очень мы любим технику коллаж. Она дает огромный простор для фантазии и творчества. Подготовим космическое пространство. Затонируйте лист бумаги цветами, которые вам нравятся. Мы тонируем таких листов много, потому что готовимся к выставке. Цвета выбирайте смело. Не ограничивайте себя только черным и синим цветом. Космическое пространство готово. Теперь нам нужно сделать выкраски для будущих планет. Нам на помощь пришла малярная кисть, зубная щетка, штампики, мастихин, пузырчатая пленка и даже расческа. Процесс создания выкрасок очень увлекательный, а результат всегда непредсказуемый и удивительный. Наносим краску на бумагу разными способами, разными кисточками. Можно использовать и малярную, можно процарапывать. Посмотрите, как на пузырчатую пленку мы наносим гуашь и делаем вот такой оттиск. Получается очень интересный эффект. Щетиной кистью неплотно наносим цвет. Теперь поработаем штампиком. Это мы очень любим. Еще один способ называется монотипия. На стекло выкладываем любые, какие вам нравятся краски, а потом прикладываем лист бумаги, хорошенько его прижимаем, проглаживаем рукой и получаем оттиск. Уникальный, единственный в мире и неповторимый. Можно использовать полюбившийся нам набрызг. Для этого использовать можно зубную щетку. С помощью разных крышечек, колпачков можно нанести вот такие космические круги. Посмотрите, какой интересный эффект. Здорово! Делаем выкраски и изучаем возможности кисточек. Верно, кисточка себя проявляет очень интересно. А как танцует расческа, какие красивые движения, какой эффект. Выкраски наши готовы. Теперь будем рисовать космонавтов и космические корабли. Нам нужны графические материалы, маркеры, простые карандаши, фломастеры. Рисуем астронавта и придумываем разные спутники, корабли, звездолеты, летающие тарелки, космические станции, неопознанные объекты. Ой, как интересно! Не старайтесь рисовать идеально. Рисуйте свободно. Не перенапрягайте кисть руки. Линии ведите легко, свободно. Если линия неудачна, уберем ее ластиком. Попробуем еще раз. Я обвожу по контуру изображения маркером. Скафандр – это костюм космонавта, который защищает его от перегрева и от переохлаждения, от радиации. Он позволяет выполнять космонавту работу около корабля. Скафандр снабжен пультом управления и контроля. Есть клапан, который может регулировать запас кислорода. Есть фонарик, регулятор давления в скафандре. А перчатки космонавта снабжены подогревом, чтобы руки не замерзали. А еще есть страховочный трос и соединительные трубки. Шлем очень прочный. Смотровое стекло защищено серьезными светофильтрами. Они спасают от слепящих лучей солнца. На Земле скафандр весит около 130 кг. Это когда в нем никого нет. А в космосе он абсолютно ничего не весит. А это значит, что космонавт в нем передвигается, можно сказать, налегке. В таком костюме космонавт может находиться в открытом космосе автономно 7 часов. А как вы думаете, легко ли стать космонавтом? Это непросто. Нужно иметь отличное здоровье, быть выносливым, смелым, сильным, умным, любознательным. А еще нужно уметь работать в команде, быть способным принимать важные решения в нестандартных ситуациях.
потому что космос хранит много тайн и загадок и покоряется только смелым, настойчивым и целеустремленным. Я придумала и вырезала шаблоны будущих звездолетов, космических спутников, кораблей. Вы тоже можете себя попробовать в роли инженера-конструктора, инженера бортового оборудования или инженера робототехники. Я ввожу шаблон, вырезаю его из цветной бумаги, в моем случае это выкраска, я воспользовалась выкраской. Вы совершенно можете сделать все по-другому, и конструкцию, и материалы можете выбрать другие. Делайте так, как вам нравится. То, что я показываю, это не образец для подражания. Это стимул придумать что-то свое, интересное и оригинальное. Собираем наши звездные корабли. Собираем детали, все приклеиваем. Сейчас пригодятся обрезки, кусочки бумаги. Вырежем детали. Круглые окошки. Они называются иллюминаторы. Вы, конечно же, наверное, об этом знаете. Вот так. Еще приклеим сейчас пламя, огонь нашей ракете-звездолету. Я маркером, а можно фломастером, прорисую, добавлю детали, как инженер-конструктор. Вы придумайте свои. Хорошенько, надежно. Соберем наш корабль. Вот такие у нас тут перемычки, заклепочки. Звездолет должен выдерживать большие нагрузки и быть надежной защитой нашим астронавтам. Опасно это дело быть космонавтом. До полета в космос астронавты проходят долгий путь учебы и подготовки. Это сложные испытания, тренировки, экзамены. Вместе с ними работают целые команды конструкторов, авиамехаников, биологов, ученых-медиков, физиков, химиков, компьютерщиков. Вместе с ними работают инженеры бортового оборудования и связи. Все обеспечивают успешный будущий полет, ведь космонавты должны быть готовы ко всему, даже к встрече с инопланетянами. Наши звездолеты готовы, теперь будем творить планеты, вырезать планеты. А вы знаете, сколько рядом с нами планет и как они называются? Давайте вспомним их имена. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. И, конечно, наша прекрасная планета Земля. Вырезаем планеты, большие и маленькие, известные и еще не открытые. Можно вот так обрывать бумагу для того, чтобы потом сложить космический ландшафт. Наша планета Земля – это огромный шар, на котором есть моря и океаны, реки и горы, пустыни и леса, а сколько удивительных растений и животных. Это наш дом. Его нужно беречь. Пришло время собрать все наши космические пейзажи, космические композиции. Это самое интересное. Можно складывать разные вариации, попробовать разные комбинации. В этом прелесть техники коллаж. Сконструируем для астронавта скафандр. Не забудем все детали. К полету готов. Можно отправляться в открытый космос. Очень интересно складывать композиции. Они могут быть разные в зависимости от того, какие у вас элементы. Обязательно попробуйте сделать свой космический коллаж. Собираем детали, склеиваем, примеряем, меняем. Очень интересный процесс. У всех получится по-своему, неповторимо и очень интересно. Можно использовать разные материалы и ткани, какие-то объемные детали,
бумагу разной фактуры и газеты. Можно рисовать красками, карандашами, фломастерами. Тут полная свобода творчества. Первый полет в космос совершился 60 лет тому назад. И с тех пор более 500 космонавтов с разных стран мира побывали в космосе. Каждый год происходят новые научные открытия. Благодаря полетам в космос мы узнали много нового о своей планете Земля, посмотрели на нее со стороны, увидели, какая она прекрасная. Вернемся к нашему коллажу. Давайте его закончим. Соберем все детали, добавим звезды. Остались последние штрихи, и коллаж готов. Интересно посмотреть, как у вас получится. Обязательно попробуйте. Тема космоса очень интересна, мы бесконечно к ней возвращаемся. Ее можно рисовать очень много раз, в разных вариантах. Она интересна и мальчишкам, и девчонкам. Давайте посмотрим, как рисовали ребята в студии «Живые краски». А еще вы увидите рисунки учеников специальной школы «Светанок». Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ребята очень старались, выставка получилась замечательная. Мы приглашаем вас к творчеству. Обязательно поддержите нас своими лайками, комментариями, своими предложениями. Поделитесь этим видео с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал. Благодарим вас за внимание. Прощаемся. До новых встреч, друзья. До свидания.